Джей. J. К. K. Роулинг. Rowling. Гарри Поттер и Филосовский камень. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Для Джессики. For Jessica. Кто любит рассказы. Who loves stories. Для Анны. For Anne. Кто слишком любил их. Who loved them too. И для Ди. And for Dee. Кто слышал это первым. Who heard this one first. Глава 1. Chapter 1. Мальчик, который выжил. The boy who lived. Мистер и миссис Дурс. Mr. and Mrs. Dursley. Из дома номер 4. Of number 4. По Тисовой улице. Privet Drive. Могли с гордостью сказать, что они были совершенно нормальные. We're proud to say that they were perfectly normal. Большое спасибо. Thank you very much. Они были последними, кого вы могли бы заподозрить в участии чего-то странного или таинственного. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious. Потому что они просто не терпели такую ерунду. Because they just didn't hold with such nonsense. Мистер Дурс был директором фирмы под названием Граннингс, Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, которая выпускала сверла. which made drills. Он был большой, He was a big, мускулистый мужчина почти без шеи. beefy man with hardly any neck. Хотя у него были очень большие усы. Although he did have a very large mustache. Миссис Дурс была тонкой блондинкой и почти вдвое больше обычного объемом шеи. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck. Которая была очень полезна, так как она потратила столько своего времени вытягивая шею за садовые заборы. Which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences. Чтоб шпионить за соседями. Spying on the neighbors. У Дурслей был маленький сын по имени Дадли. The Dursleys had a small son called Dudley. И по их мнению, нет прекраснее мальчика. And in their opinion there was no finer boy anywhere. Дурсли имели все, что хотели. The Dursleys had everything they wanted. Но они также имеют секрет. But they also had a secret. И их самый большой страх был, что его кто-нибудь обнаружит. And their greatest fear was that somebody would discover it. Они не думали, что они смогут вынести, если кто-то узнал бы про Поттеров. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Миссис Поттер была сестрой миссис Дурс. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister. Но они не встречались в течение нескольких лет. But they hadn't met for several years. Фактически. In fact, Миссис Дурс притворилась, что у нее не было сестры. Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister. Потому что сестра и ее никчемный муж были андерслиш насколько можно было быть. Because her sister and her good, for nothing husband were as undersleyish as it was possible to be. Дурсли содрогались от мысли, что соседи будут говорить, если Поттеры появятся на улице. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. Дурсли знали, что у Поттеров был маленький сын тоже. The Dursleys knew that the Potters had a small son too. Но они даже никогда не видели его. But they had never even seen him. Этот мальчик был еще один хороший повод, чтобы гнать Поттеров прочь. This boy was another good reason for keeping the Potters away. Они не хотели, чтобы Дадли общался с ребенком. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Когда мистер и миссис Дурс проснулись скучным, черный вторник. When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday. Начинается наша история. Our story starts. Там не было ничего про облачное небо за пределами предположения, что странные и загадочные вещи, которые вскоре будут происходить во всей стране. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Мистер Дурслей гудел. Mr. Dursley hummed. Пока он выбрал свой самый скучный галстук для работы. As he picked out his most boring tie for work. А миссис Дурс радостно болтала.
And Mrs. Dursley gossiped. Как она боролась, крик Дадли в своем высоком кресле. Away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. Никто из них не заметил большой серой неясыти, летящей мимо окна. None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. В половине девятого. At 8:30. Мистер Дурс взял свой портфель. Mr. Dursley picked up his briefcase. Чмокнул миссис Дурс в щеку и попытался поцеловать на прощание Дадли, но промахнулся. Pecked Mrs. Dursley on the cheek and tried to kiss Dudley goodbye but missed. Потому что Дадли был сейчас в истерике и бросил свои хлопья на стены. Because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls. Малыш. Little tyke. Захохотал мистер Дурс, когда он шел из дома. Chortled Mr. Dursley as he left the house. Он сел в свою машину и отправился от дома номер 4. He got into his car and backed out of number 4's drive. Он стоял на углу улицы, он заметил первый признак чего-то своеобразного, кошка читает карту. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar, a cat reading a map. На секунду. For a second. Мистер Дурс не понимал, что он видел, то он вскинул голову, чтобы снова посмотреть. Mr. Dursley didn't realize what he had seen, then he jerked his head around to look again. Полосатая кошка стояла на углу Тисовой улицы. There was a tabby cat standing on the corner of Privet Drive. Но там не было и в помине карты. But there wasn't a map in sight. Что он мог думать об этом? What could he have been thinking of? Должно быть, игра света. It must have been a trick of the light. Мистер Дурсли моргнул и воззрился на кошку. Mr. Dursley blinked and stared at the cat. Она уставилась. It stared back. А мистер Дурс завернул за угол и вверх по дороге. As Mr. Dursley drove around the corner and up the road. Он наблюдал за кошкой в зеркало. He watched the cat in his mirror. Теперь она читала знак, сообщающий, что на Тисовой улице нет. It was now reading the sign that said Privet Drive, no. Глядя на знак, кошка не смогла читать карты или знаки. Looking at the sign, cats couldn't read maps or signs. Мистер Дурс дал себе немного встряхнуть и предположить, что кот сошел с ума. Mr. Dursley gave himself a little shake and put the cat out of his mind. Когда он ехал в сторону города, он не думал ни о чем, кроме большого заказа на сверла, он надеялся получить в этот день. As he drove towards town, he thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get that day. Но на окраине города. But on the edge of town. Мысли были изгнаны из его разума чем-то еще. Drills were driven out of his mind by something else. Когда он сидел в обычной утренней пробке. As he sat in the usual morning traffic jam. Он не мог не заметить, что, как представляется, много странно одетых людей. He couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. Люди в плащах. People in cloaks. Мистер Дурсли терпеть не мог людей, которые одеты в смешную одежду, в костюме ты видел молодых людей. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes, the get-ups you saw on young people. Он предполагал, это была какая-то дурацкая новая мода. He supposed this was some stupid new fashion. Он побарабанил пальцами по рулю, и взгляд его упал на группу этих чудаков, стоящих довольно близко. He drummed his fingers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close by. Они взволнованно перешептывались. They were whispering excitedly together. Мистер Дурс пришел в ярость, увидев, что двое из них были уже не молоды. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. И почему мужчина должно быть старше, чем он был? Why that man had to be older than he was. А одет в изумрудно-зеленый плащ. And wearing an emerald green cloak. Переживание о нем. The nerve of him. Но тогда это поразило мистера Дурс. But then it struck Mr. Dursley. Что это какой-то глупый трюк, эти люди явно собирают на что-то.
That this was probably some silly stunt, these people were obviously collecting for something. Да, чтобы это. Yes, that would be it. Движение тронулось. The traffic moved on. И несколько минут спустя. And a few minutes later, Мистер Дурс прибыл в Гранингас на парковку. Mr. Dursley arrived in the Grunnings car park. Его ум вернулся обратно на дрели. His mind back on drills. Конец прослушивания.